Всем привет, с вами Life is Strange. Каких только органов власти и различных силовых ведомств в России только не существует. Всевозможные ППС, МАДИ, ДПС, бои и прочие мракобесы. Они просто окружают нас, но среди них есть особенная служба, называется ФССП. Ну что же, друзья, давайте посмотрим на живых примерах, как надо бороться с сотрудниками ФССП с законными, прошу заметить, методами. Поехали! Еще раз. Я представился, удостоверение показал. Будьте добры. Я не слышал. Будьте добры, на пост пройдемте. Я не слышал. На пост подойдите, пожалуйста. С какой стати? Вы кто? Гражданин, я представился только что. Вы что, Я не слышал. Мы вас на посту ждем. У нас просто на посту сегодня судебные приставы работают. Вы им что-то должны. Не могли бы им предоставить документы? А? Я им ничего не должен. Почему? Потому что не должен. Ну, ваша машина высветилась. Вы же проезжали, видели, треног там стоит. Ну и что? Не могли бы документы им передать? Они составят на вас административный материал. Они не составят. Они не составят на меня материал. Потому что я им ничего не должен. Ну вы хотя бы пройдите, убедитесь, что вы ничего не должны. Я не хочу никуда проходить. Вам же не запрещают там снимать. Как раз и снимите, должны вы им или не должны на камеру. Служебное удостоверение в развернутом виде предъявите. Зачем? Вы ко мне обратились и предъявили требования. Ну, я к вам предъявил требования, я же говорю. Вы можете пройти туда или нет? Нет. Почему? А почему же тогда вы с меня удостоверение требуете? А? По закону о полиции. Да? Да. А судебный пристав тоже вам не закон? Нет. А? Нет. Нет? Вы себе сам закон, что ли? Ты, Жак Николай, подождите, я не ознакомился. Вы себе сам закон? Я не ознакомился. А? Я не ознакомился с удостоверением. Как вы не ознакомились? Вот так вот. Вы же даже успели его на камеру заснять. Я не ознакомился с удостоверением, предъявите. Еще раз? Чтобы я ознакомился. Вы документы свои Жак предоставите? Николаевич, номер, подождите. А? Номер МКВ 011 138, действительно, до 14 марта какого Документы года? свои можете предоставить? Причина и цель обращения. А? Причина и цель обращения. Я же вам объясняю. С нами работает федеральная служба судебных приставов. Дальше что? Дальше. Вы должны судебным приставам. Я судебным приставом ничего не должен. А информация совсем другая. Вы не могли бы пройти? Предъявите мне эту Пройти и информацию. посмотреть. Я не пройду, предъявите мне эту информацию. Предъявите мне эту информацию. Ну а как они могут предъявить, если она в компьютере у них? Принесите компьютер. А? Принесите компьютер. А как они к вам компьютер принесут? Ну, это Не знаю. Это же смешно. Это же смешно уже. Вы, получается, уходите от ответственности, правильно? Нет. Я правильно имею в виду? Нет. Ну а как вам не... Можете показать ему, предъявить информацию, а то он из машины боится выходить. Я не хочу уходить. Не хочу и не обязан. А? Не хочу и не обязан. Ну а как вы тогда убедитесь, что вы должны чем? Это не мои проблемы. А чьи? Ваши? Наши проблемы? Да. Сейчас вам распечатают, принесут, хорошо? Подождете? Жду. Если вы мне запрещаете ехать, я буду ждать. Если вы запрещаете ехать, я буду ждать. Куда? Но если вы запрещаете мне ехать, я буду ждать. Пока, да, подождите, вы же пойдем до конца, вам же покажут. Судебным приставам я не подчиняюсь. А? Судебным приставам я не подчиняюсь. Ну они работают с нами, так что... Да меня не волнует, с кем они работают. Будьте добры, Я пока подчиняюсь Будьте- требованиям сотрудника полиции. Будьте добры тогда подождать, хорошо? Я жду. Все, спасибо вам огромное. Документы можно тоже увидеть? С какой стати? Ну я вам свои показал. Но, А показали. ваши? С какой стати? Ну как, с какой Для стати? чего вам документы? Ну удостовериться, вы за рулем или не вы. Я Есть за у рулем. вас водительское удостоверение или нет? Есть. Ну давайте посмотрим. С какой целью? А? С какой целью? Я же говорю, у вас судебного пристава вы должны. Я им ничего не должен. А кто Это я я? знаю на 100%. Ну а почему тогда? Почему тогда ваша машина высветилась? Я не знаю, почему она высветилась. Машина на вас зарегистрирована? Нет, А на кого? на моего родственника. Ну могли бы хотя бы свидетельство показать? Для чего? Ну я вам объясняю еще раз. Ну как вам еще-то объяснить? Машина высветилась, стоит тренога.
Федеральные судебные приставы работают с нами, собирают налоги, те, кто не оплатил, понимаете? Принесите мне информацию, тогда я буду предъявлять документы. Принести вам? Конечно. Все, я понял. Тогда мы ждем информацию. Сейчас вам распечатают и принесут, хорошо? Хорошо. А если ты вдруг в первый раз узнал, что такое ФССП, то есть Федеральная служба судебных приставов, то ты счастливый человек, ведь ты узнал заодно еще про канал «Странная жизнь», где я раскрываю все грани человеческого безумия, где бы и с кем бы это ни происходило. Кстати, данное видео несет исключительно обучающий характер, ведь на примере различных ситуаций из жизни я демонстрирую людям, как не стоит себя вести в цивилизованном обществе. А на примере данного конкретного видео хочу продемонстрировать, что какие бы у вас ни были бы с различными ведомствами взаимоотношений, главное знать хорошо букву закона, и тогда вам ничего не страшно. Там что делаете? Фотографируете? А он разрешал фотографировать по документам? В смысле? А я вам не разрешал. Вы можете проверить, но фотографировать я вам не разрешаю документы. Что, ну? Какую Москву? Я не в Москву пришел. Это вы мои права нарушаете. Вы обработку моих персональных данных производите. Я буду решать, проходить или не проходить. Вы не имеете права записывать. Вы можете только проверить мои документы. Закон почитайте свой. Какой свой? Он есть один. О исполнительном производстве. 229. А ваши внутренние инструкции меня вообще никак не касаются. Да я буду решать, проходить мне или нет. Здесь затрагиваются мои права и свободы. Вы арестовали мои счета и прочее. Почему не брать? Сейчас паспорт покажешь и все. Тоже тут книгу? Тоже свой паспорт? Мы под видеозапись вас предупреждаем, что мы запрещаем вам проводить обработку наших персональных данных и снимать, фотографировать наши документы. А у нее программа что ли, да? Вас как зовут, девушка? Представьте, пожалуйста. Девушка в форме судебного пристава. Представьте, пожалуйста. Вам это для чего? Для- Вы снимать вообще здесь не имеете права. На каком Я основании имею вы полное вообще право. снимаете? 29 статья Конституции. Хорошо. Мне Я дает сейчас вас такое предупреждаю право. о том, что я составляю в отношении вас протокол. 29 Съемка статья здесь Конституции. запрещена. Я решаю, запрещена Юля! или нет. Вы не имеете права мне запрещать Протокол видеосъемку. давай составим. Представьтесь, пожалуйста. По первому требованию гражданина, представьтесь. Вы являетесь исполнительным органом, исполнительной Камеру власти. убираете. Представьтесь, вы нарушаете сейчас мои права. Какие ваши права на камеру снимать? Вы мои права нарушаете, в том числе и производить видеосъемку. В целях моей безопасности. 29 статья Конституции, которая дает мне право производить видеосъемку, собирать информацию любым законом. Это ваш приказ, внутренний. Мои права ваш приказ не может никак нарушать. Это понятно? Представьтесь. Или я сейчас вызываю полицию, если вы сейчас не представитесь. Вы тратите мое и свое время. Я законные требования к вам сейчас. Убирайте видеокамеру, изменяю. Юр. Ну, Представьтесь, мне, представьтесь. частичку сил, спецсредства. Я вас еще раз предупреждаю, представьтесь. Закон соблюдайте. Не задерживайте людей. Держи документы. Девушка, представьтесь, пожалуйста, я с кем разговариваю сейчас? Это фашисты, это не бандиты. У них и фасцы. Конечно, нет. Это же ваши персональные данные. Как это так? Обработка персональных закон есть такой. Вы должны добровольное согласие Куда дать. потом данные пойдут с фотографией? Они уже обнаглели в край. У них закон есть. Проверить они имеют право. Проверить. Но фотографировать и записывать они не имеют права. Понимаете? Обнаглели просто в край. Счета арестовывают, квартиры, жилье арестовывают, вообще просто непонятно. Не проверяют информацию. На каком основании вообще? И вот стоят руки в боки, в карманы. Который не нужен, никого нет вообще. Зарегистрироваться надо. Мы тоже кабинет.
А куда девушка ушла из окна? К начальнику ушла. К начальнику? Хорошо бы сюда начальника позвать. Девушка, вы... Что? Кому проходить? А вы представите нам? Сидорова Юлия Игоревна, судебный пристав по ПДС. Документ покажете нам, удостоверение? Конечно. Покажите, пожалуйста, в развернутом виде. А почему я вам должна вообще представить? Потому что вы ко мне обращаетесь. Вы ко мне обращаетесь. Вы служите народу, правильно? Или кому вы служите? Может, вы бандитам каким служите? Я должен проверить. Я гражданин. Дальше проходите. Вы мне удостоверение покажите. Может быть, вы самозахват здесь совершаете. Захватили кабинет и сидите здесь, командуете. Покажите, пожалуйста, удостоверение. Потому что у меня есть сомнение, что вы относитесь к службе судебных приставов. Ну, если у вас такие Вы мне сомнения, подскажите, вы отказываетесь предоставить мне удостоверение? Для чего они вам Просто нужны? скажите, отказываетесь или Вы на нет? видео для чего меня снимаете? Скажите, В пожалуйста. целях своей безопасности. Какой безопасности? Вы, возможно, Я преступник. вас не пускаю, куда что? Вы мне вы отказываетесь выполнить мое требование, гражданина? Для чего? Вы объясните, для В чего? моих целях, в целях моей безопасности. Я к вам пришел. Вы являетесь сотрудником службы судебных приставов, правильно? На основании того, что вы ко мне обращаетесь и производите обработку моих персональных данных. Путем фотографирования моего документа, удостоверяющего личность. На что право я вам не давал. Есть закон, есть мои права гражданина. Вы их на данный момент нарушаете. Ваш внутренний приказ мне вообще по боку, понимаете? Хорошо, если Это ваши правила, ваш порядок. внутренние приказы, значит, тогда Вы закон 229 о судебных приставах, о исполнительном производстве соблюдайте. Покажите, пожалуйста, удостоверение. все законы. Удостоверение тогда покажите, если вы Для чего соблюдаете. я должна показывать? Для того, чтобы я удостоверил, что вы являетесь сотрудником службы судебных приставов. Я являюсь сотрудником. Докажите мне это сейчас, удостоверьте свои полномочия, На что вы основании имеете чего право я должна? обработку Вы- персональных вы данных производить. Проходите, вы пришли к приставу. Проходите. Я только что вам дал свой документ, удостоверяющий Хорошо, и личность, по паспорт. первому приказу я... Вы кто? Вы кто? Я. Вы кто? Я Вы вам еще кто? раз объясняю. Судебный пристав по ПДС, который осуществляет пропускной режим. Я Для президент прохождения Российской Да. Федерации. Вы мне верите? Вы предоставили Вы документ, мне верите? президент документ. Вы кто? Вы предоставили документ. Удостоверение в Вы не разном... президент. Я сейчас пойду к вашему руководителю, и Хорошо. сегодня будет последний день, когда вы занимаете эту должность. Паспорт? Паспорт его где? Отдала. Отдала, да? Да, Мужчина, конечно. не задержишься, остальные тоже надо. Вы отказываетесь предоставить мне удостоверение? Для чего вам просто? Я Здесь должна- стоит народ, понимаете, все заинтересованы в том, чтобы вы предоставили свое удостоверение. Нет, а почему мы должны предъявлять документы, а нам нет, я не понимаю. На каком основании должна вам передать документ? Потому что я к вам обратился. Сидорова Юлия Игоревна, печати нету, тут все понятно. Я же даю документ. Кто я? Бери. Какой кабинет? Седьмой, по-моему. Ну и помимо знания различных буквок закона, по-хорошему надо использовать видеокамеру при общении с такими людьми. Кстати, недавно меня так остановила ДПС, совместно с МАДИ у них был рейд, и я стал кошмарить на камеру МАДИшника. В итоге его кошмарил, а он, зараза, взял и нашел реальное нарушение. У меня на машине отсутствовали шашечки, то есть такие черные квадратики. Нахрен никому не нужны, если бы я бы о них даже и не думал. Ну, короче говоря, мы решили разойтись по-доброму. Они узнали меня, узнали мой канал, и мы договорились о том, что я не буду выкладывать в видео наше общение, как я их кошмарил, ну а они закроют глаза на нарушение. Так что от камеры тоже есть толк. Ребята, вы тут проверяете же на штрафы, там все такое, да? А кто у вас главный? Девушка, да? Здравствуйте. Позволите? Буквально несколько вопросов. Здравствуйте. Какие красивые девушки. Я хотел спросить, а вот вы проверяете же, у вас какое-то программное обеспечение наверняка есть, да? А можно ли взглянуть на лицензию на программное обеспечение? То есть действующее ли оно? А вы кто? Я гражданин. Вы не вошли? Нет, заходить не надо сюда. Не надо. Я присяду. Нет, не надо. Нельзя. Дистанция. Конечно, у нас Мы знаем, Женя, он нормальный. Он нормальный гражданин. Да. Просто мне любопытно. Это наша программа. Конечно, у нас лицензия. А как Которая вот об этом сюда. узнать? А вам зачем? Ознакомиться со всеми материалами. Зачем? Зачем? Чтобы знать, что она лицензирована. Лицензирована. Как узнать об этом?
Так а У вас вам есть? цель какая? Нет, мне просто Программа? любопытно, есть ли у вас такое, Есть. есть ли у вас такая документация с собой? Есть. Но показывать не будете. Естественно. Почему? Потому что... Не совсем понимаю вашего ответа. Ну, я не понимаю вашего вопроса. Почему мы должны Я вам что-то хочу. показывать? Вы Так к нам... это касается 24 статьи Конституции. А как вас зовут? Пикина, Инга Ирина, Константиновна. Инга Константиновна. А есть у вас удостоверение? Конечно. Будьте добры. Пикина Инга Константиновна, судебный пристав-исполнитель по работе с физическими лицами. А почему нельзя? С чего вы взяли? У вас маска, вот у вас девушка без маски. Нет, я в маске, просто Меня вы ничего ко не мне обязывает. зашли. Вот смотрите, давайте тогда начнем с этого. Вы говорите, если вы ссылаетесь на маску, то тогда согласно 417 постановления обеспечить меня маской как орган государственной власти. Почему значит не должен? Что значит не Нет, так и должен? что, мы проверяем нас рейд, мы проверяем ваши долги. Что вас смущает? Это здорово. Я вот как раз и говорю, что это очень хорошо, но мне бы хотелось, чтобы вы наши, как вы сказали, долги проверяли в соответствии с законом. А для этого, да, а для этого я мысль закончу. А для этого у вас должно быть лицензированное программное обеспечение. И я вам задаю вопрос, есть ли у вас документы, подтверждать? Можете предоставить? Нет. Почему? Не буду вам ничего не предоставлять. Вы мне даже свой паспорт не показываете. Я вам разве должен его показывать? Ну, я вам не должна лицензию. Вы показывать. сейчас находитесь в исполнении служебных обязанностей, которые должны быть непосредственно в Я же соответствии вас с к себе не законом. вызывала проверять ваши долги. Вам этого и не нужно. Мы еще до этой стадии не дошли. Нет, у нас сейчас рейд, мы проверяем долги. Вот, Понимаете? отлично. Вот вы прямо вы сейчас получается, ключевое прошли сказали. мимо, А у вас рейд, ворвались сюда в машину. Я говорю, не Ворвался. надо сюда заходить. Я гражданин. Хорошо. то, что вам Я надо вам или показала не надо, удостоверение. это другой Я вопрос. сейчас А проверяю скажите долги. У нас мне, идет вот вы рейд. сейчас мешаете. ведете рейд, а у вас есть о назначении этого рейда документ? Естественно. Познакомьте, пожалуйста. Вам ничего я показывать. Почему? Почему вы Выйдите, отказываетесь? пожалуйста. Не хочу. Я хочу ознакомиться со всеми материалами. Мы вас не звали сюда, Да не меня не надо звать, я приглашали. сам прихожу. Вы зашли Меня в звать нашу никуда машину. не... Это не ваша машина, Сейчас- это моя машина, как Хорошо. налогоплательщика. А вы в ней выполняете свои функции и свои служебные обязанности. Сотрудник службы по обеспечению деятельности судов ведет себя очень правильно, в отличие от вас. И мне странно, что вы, находясь на такой должности, в звании младшего сотрудника, младшего лейтенанта, или как у вас там правильно называется ваше звание, не знаете этого. И отказываетесь гражданина ознакомиться с материалами, которые касаются Вы непосредственно сейчас вашей деятельности. мешаете нашей деятельности. Чем именно? Непосредственно. Мы Желая сейчас ведем осуществления рейд. своих прав, сошлись. Вы говорите, я веду рейд. Как мне об этом узнать? Чем вы можете это подтвердить, кроме ваших слов и красивой пилоточки? Девушка, Инга Константиновна, вот об этом и речь. Поэтому прежде чем с граждан что-либо спрашивать, вы должны перед гражданами Я у вас отчитаться. ничего не спрашивала. Еще бы, Вы у вас сейчас бы это было ворвались очень- в машину. Вы Да, называете ведем вещи своими рейд. именами. Ворвался и Да, вошел, потому это что вы разные спросили, вещи. вам никто не разрешил зайти. Мне вашего разрешения не нужно. Нет, подождите, вот вы сейчас, да, в гражданской форме одежды, для меня вы просто гражданка. А вы исполняете служебные обязанности? Да? А ваше удостоверение можно тогда? Проверяли уже, нет? Нет, его не проверяю. Выйдите, пожалуйста. Да, я выйду. Выведите. Да. Сейчас я удостоверение буквально посмотрю. Выведите. Приказ о назначении на должность сотрудника органов, подождите, принудительного исполнения Российской Федерации судебных приставов в соответствии. А где ваше удостоверение? Так вы тогда с такими бумажками, вот в вашем законе написано служебное удостоверение, а вот эта бумажка это Филькина грамота. Кошмар какой-то. Только из уважения к приставу, не к вам. Ну как так-то, а? Ну как так? Ну, вот специально остановился посмотреть, как это все выглядит. Выглядит все опять грустно. Вот грустно все выглядит. Кстати, ФССП не так далеко ушли от таких мракобесов и жуликов, как коллекторы. Кстати, им мне посвящен целый отдельный плейлист. Если не видел, то глянь, ссылочка на него болтается где-то там, наверху экрана. Очень полезная штука, скажу я вам. Съемку видишь? Да. А зачем? Нравится мне съемку производить. Хотел попросить маску. Масочный режим. Ну, снять маску. Тогда можно без маски, да? Нет, без маски не придете. А как же постановление 417? Ну, 417 постановление покажите, где написано, что есть. Там написано, что организация обязана. Ну, подождите, где написано.
Там нет такого обязанный, там написано при Не маски, а объявлении. средства индивидуальной защиты. Да. Но при Что написано? объявлении... Средства индивидуальной защиты. Кто должен вам выдать? Организации любые, которые начали свою деятельность после ведения... Там А нет суд такого. не является организацией. Кто? Нет. Да ладно. Вы неправильно просто пристав трактуете кто? 417-ю Да ладно. по постановлению, да? Вы можете свою Покажите. службу неправильно трактуете. Нет, Вы мы все обязаны правильно трактуем. Можно ваш номер засниму? Можно как-то пройти? А у нас тоже здесь. Подождите, у них действия не хотят... Не хотят Вернитесь маску. сюда, пожалуйста, молодой человек. Не мешайте проходу. Я не мешаю. Я прошу, чтобы вы мне дали маску, я пойду на заседание. У нас нет масок. Можно ваше удостоверение, пожалуйста? Можно. Пожалуйста, покажите. Потому что я буду составлять на это жалобу, что меня не обеспечиваете. Так, Куликов Иван Леонидович. Выдано и действительно до 26-го года. Хорошо. Можно ваши тоже? Вы там начали говорить, рассказывать. Вы вернитесь, вы можете съемку осуществлять отсюда. Я граждан пропущу. Так пропускайте, чем не мешает. Ну, досматривать там нигде. Вы не вы, молодой человек. Что не я? Вот Что не я-то? У меня заседание, я представитель потерпевших. Что это не я? Что это за беспредел начался? Не вы. Регистрировали были, нет? По паспорту. По паспорту? Маску И опять не прочитали положение сюда. Общее. Двоечники. Где общее положение суда? Доставай его. Можно ваше удостоверение, попросил? Сейчас, подождите. Маски нет. Кто тебе сказал, что маски нет? Ну вы не одеваете. Мы на ты И не что? переходили. А? Мы на ты не переходили вроде. Люди, которые не заслуживают уважения, не заслуживают, чтобы их называли на «вы». Все? Телефон, ключи, мелочь укладывайте, пожалуйста. Ты чем сейчас занимался, когда я это все выложил? Давай. Общее положение суда открой. Маску. Общий паспорт верни мне. Паспорт вы не имеете права задерживать Я дольше. его не содержу, я записал. А вы находитесь в положении, без перчаток принимаете документы у людей. Общее положение суда, дайте мне сюда, подписанное, председательствует. Алло, Вон они правила все висят. это неправильно. Я вчера смотрел, нет. Следующий. Ваши документы предъявите, пожалуйста. У меня значок есть. Ну, удостоверение по первому требованию. Буду составлять жалобу на вас. Хорошо, сейчас. Куда идете? Ключ не имеется. Это информация, что это? Вот вы меня не пускаете, а сами принимаете документы без перчаток. Перчаточный режим уже отменили давно. Паспорт. Евгений, у тебя маска есть? А то люди не обеспечивают. Удостоверение, чтобы я на кого знал. Составлять. Паспорт есть у вас? О, мужчина. Следующий, проходите. Пристав, предъявите удостоверение служебное. Он игнорирует. Может, у него это нет удостоверения? Сидел тут пару недель этим. Как его? Телефон, ключи, мелочь, все укладывайте. Следующий, проходите. Удостоверение предъявите. Вам все уже предъявили. Ты не предъявлял мне документы. Мы на ты не разговаривали, вроде бы. Не Какое переходили. положение А меня вы- обязывает с тобой разговаривать, когда ты не исполняешь законы и приказы? Я законы исполняю. Перевозчик документов не имеется. Убирайте. Предъявите документы. А следующий, проходите. Предъяви документы. Я тебя понял. Давай. Да. Слушай, если что, я тебя просто возьму, то процесс зашел.
тогда потом, если что, перенаберу. Давай. Едь куда? Интересно как-то, да? Можно зайти в суд без документов, оказывается. Не, вот человек прошел, он не предъявил документы. Хорошо у меня камера пишет, да? Прокуратура, следственный комитет. Пристав, документы покажи мне. Вот, девочки, проходите сюда. Секретная информация, да? Документы предъяви, ты кому требования предъявляешь? Ты кто вообще, человек? Документы предъяви. Вот. Посторонние предметы, удостоверения. Нет никаких. Так, Долгих Александр Сергеевич, действительно, до 10-26. Все? Все, довольны? Конечно, я доволен. Люди хоть маска есть, а то эти не дают. Запасная какая-нибудь, резервная там. Они, наверное, в сговоре, чтобы защитников не пускали. Проходите. А у меня так что записывался. Документ давайте. Не давай, а давайте. Документ. Давайте, Вы надо будете говорить. предъявлять документ или нет? Я предъявлю документ. Окей, предъявляйте. Вот. Получаешь моральное удовольствие, да? Запястье руки аж будьте добры, температуру померяем. Даже 10 минут не прошло. Из кармана телефон, ключи, мелочь, все укладывайте, пожалуйста. А с какой целью ты прописку смотришь? А? Я смотрю весь документ. А чтобы он был подлинный, а не прописку. Да-да-да. Жизнью обиженные, правильно. Наверное, обижали в школе сильно. Хочу напомнить, что блогер просто испытывает необъяснимую любовь к различным платформам видеохостинга. Именно поэтому у канала есть разные зеркала на таких платформах, как Дзен, ВК, Рутюбе, прости господи, и всякие там дискорды. Поэтому, если вы вдруг какое-то видео не смогли найти на нашем канале, ну, к примеру, видосик про Росгвардию, который удалил YouTube, то вы его сможете найти на Дзене. Вот ссылочка на видосик, запрещеночку на YouTube, вы сейчас можете также увидеть там наверху экрана. Подписывайся, там часто бывают всякие запретные для YouTube темы. Мы уже пришли в 4-й раз к вам, все с тем же требованием. Вот человек, у которого нет задолженности, вот его паспорт. Снимайте все аресты и предоставьте нам справку о том, что у него нет запрета на выезд. Представьте, кто. Какая разница? Большая разница. Вот человек стоит. Судебных приставов мы работаем только со стороны исполнительного производства. Пожалуйста, вот он стоит. Да, он стоит, а вы кто? Вам какая разница? Вы кто? Вам какая разница? Извините, с вами разговаривать не буду. Почему? Часы прием пришли. Судебных приставов самообслуживание. Пришел, сам себя обслужи. А до этого посидит 1,5 часа в очереди. Идите сюда, начальник. Нет, Мы имеем право здесь снимать и записывать звук. Имеете право, но вы очередь задерживаете. Ну, почему это? Чем мы задерживаем? Мы задерживаем очередь тем, что не хочет ваш сотрудник работать.
Почему вы нас не обслуживаете-то? Вот стоит сторона, чем она вам мешает? Вы не сторона исполнительного производства. Присаживайтесь, пожалуйста. Стоите и провоцируете. Разговаривать. Выйдите, пожалуйста. Нет. Выйдите, Нет, пожалуйста, я сказала. отсюда. На каком основании вы меня выгоняете? Она никто. Он не имеет права меня трогать. ее. Я пришла на прием. Он не имеет права меня трогать. Я к вам уже хожу Всё. сюда четвертый раз. Скажите, пожалуйста, что она должна Всё, присядьте работать. вот сюда, Я не могу, мне надо разговаривать. Выйдите, просто. пожалуйста. Нет. Выйдите, пожалуйста. Нет, я вам Вы не сказала. сторона исполнительного А производства. вы кто? Это не вы Я придумали. судебный пристав. Я пришла к вам на На прием. работе. Я его Вы представитель. не сторона. Доверенность давайте. С какой стати? Доверенность давайте. Вот его паспорт. Доверенность вашу Доверенность давайте. не нужна. Когда Доверенность вашу давайте. Вызывайте полицию, если я не должна здесь присутствовать. Пусть полиция вам объяснит, что я могу здесь присутствовать. Я пришла на прием. Часы прием. Присядьте пока на стул, сейчас я там людей. Хорошо, спасибо вам большое. Закрыли двери от нас. Почему с нами никто не хочет общаться? Мы же с миром, мы же дружелюбные. Ваши комментарии. Очередь ждет уже полчаса, пока мы отсюда выйдем. Ну, мы никак не можем повлиять. Она ушла, но обещала вернуться. Хотя это не точно. На каком основании вы меня выгоняете отсюда? На основании того, что вы не являетесь стороной исполнительного И что дальше? производства. Если вы, Сейчас часы Вот сторона. приема. если вы выступаете в качестве представителя-доверителя, пожалуйста, ваша доверенность. Где это написано, что я должна вам доверенность предоставить? А где это написано, что вы приходили просто так и стояли, слушали? Если это не запрещено, значит это разрешено. Покажите где. Если это не запрещено, Покажите, значит где. это разрешено. Вы кто? Какая вам разница? Вы кто? Справку выдайте, пожалуйста, арест снимите. Вы кто? Это со мной. Вас Я не это не могу должно Вы кто? касаться. Вас это не должно касаться. А почему вас должно Вы касаться находите это? на вас. Потому что Ну я это не прошу. ваше дело. Что? Уберите, Не пожалуйста, говори. камеру. Нет, Я с вами я в таком жду. случае разговаривать не Не буду. разговаривайте. Я просто уже прихожу. Вы, наверное, к вам. пришли не Четвертый раз. разговаривать и не снимать, а решать вопросы, да? Решайте вопрос. Почему мы Мы с вами- четвертый раз к вам пришли? Вы кто? А вы кто? Вы кто? Вы Вы кто? скажите. Вы кто? Вов, А вы сядьте вот кто? сюда, пожалуйста, не разговаривай с ней. Вы кто? Вам какая разница? Давайте вопрос решать. Подождите, вы кто? В смысле не разговариваете с ней? Он не может разговаривать. Почему? Ну, язык укусил. Не может разговаривать. Выйдите. Нет. Девушка, выйдите, Нет, пожалуйста. я вам вы не сказала. представились. Я не должна вам представились. представиться. Да? А вы представились? А почему вы, вы почему я с вами должна представились? вообще разговаривать? А я почему с вами должна разговаривать? Выходите, пожалуйста, я буду со своим... У нас клиентом нету с вами проблем никаких. Делайте свою Выходите. работу, и все, Выходите, и мы Я пойдем. знаю свою работу. Вот, если знаете, давайте Выходите. делайте. У вас вопрос в чем? Нам Я же вам все объяснила, вы, по-моему, записали все. объясняйте еще раз. Что объяснять? В чем проблема? Вопрос какой? У человека нет задолженности. На каком основании у него запрет на выезды? На каком основании арестовано его имущество и счета? Объясните, пожалуйста, почему 4 дня человек к вам ходит и не может снять арест? На основании того, что исполнительный лист у него по алиментным задолженностям. Пока ребенку не будет 18 лет, это исполнительное производство будет на исполнении. Выйдите Это где вон такое отсюда. написано? Выйдите вон отсюда. А ты что? У нас все нормально, не хочет работать она. Может быть, начальника позовете? Главное, вы общаетесь, Какая разница, кто разговаривает? Не, ну по сути она не может. Мы просим справку. Он попросил 4 раза у меня справку, которую она обязана выдать. Арест снять не могу. Телефон звонит, может нам ответить, может она звонит. Может начальница знает, что мы тут на самообслуживании. Кто стоит Каликуловой, у нас дело на 5 минут ровно. Но она просто не хочет делать свою работу, поэтому, когда она будет идти, можете ее спросить, почему она так долго нас принимает. Она и нашу работу не хочет делать. Вот мы тоже У нас на 5 минут дело, она убегает, сейчас еще, может, будет дверь держать, как утром. Вот, у нас такая же ситуация, девушка. Ну, поэтому То же вот самое. к ней можно она сейчас. не хочет работать, она не хочет выполнять свою работу. Она отфутболивает Да, людей да, в том направлении, где люди там не Да. должны находиться. Я прошу прощения, но мы не уйдем, пока она не даст нам справку. У нас та же самая ситуация. Работать она не хочет. Она вчера сказала, ваш пристав на больничном, ждите своего пристава и к нему приходите. Так вас за что посадили-то сюда? Работать или чего? Ты-то сидишь, чего работу Ну, выполняешь? поэтому мы можем сейчас ее встретить, дружненько. Я думаю, может быть. Я вообще- Нас волнует, на основании чего вы нарушаете наши права. Его Ваши права. права я не нарушаю. Его права. Ну и мои нарушаете, вы меня выгоняли отсюда.
Почему вы это вы не меня сторона выгоняете исполнительного отсюда? производства. И что? Вы кто? Вы не даже имеете права меня представились. выгонять отсюда. Вы У на вас есть работе, вы удостоверение сидите и личности? работаете. У вас есть Вас это удостоверение не личности? волнует. Почему? Вас а с это кем не я разговариваю? волнует. С Какая кем я разница с кем? разговариваю? Вы можете хоть с кем хотите разговаривать. Кто Нет, я такая, я вас не могу ни должно с кем волновать. разговаривать, кроме сторон исполнительного производства. Да что вы? Конечно. Конечно, я пришла на прием. Принимайте. А у вас какая проблема? У вас меня именно проблема какая в том, проблема? что вы нарушаете наши права. Мои Какие права в том, ваши? что вы меня отсюда выгоняете, не Какие хотите со мной именно разговаривать. ваши права? Я же вам говорю, вы меня отсюда выгоняете. Именно ваши права. Это мои права. Вы не сторона Я имею право исполнительного здесь производства. находиться. Почему я должна с вами что-то Я выяснять? имею право здесь находиться. Какое Я имею вы право имеете? задавать Какое? вопросы судебным Если у вас приставам. есть, конечно, исполнительные производства, наверное, имеете. Здесь только люди с исполнительным производством сидят с Ну, вами в основном, да. Они в основном? В основном, да. У нас не юридическая консультация. А я не пришла к вам консультироваться. Вы нарушаете его права. Он, наверное, сам, он дееспособный? А вас это волнует? Он дееспособный? Вас это волнует? Он дееспособный? Какая вам разница? Объясните, Наверное, он пожалуйста. сам может ответить за свои наверное, это вас не касается. деяния. И эта дама абсолютно некомпетентна, ленива и боится брать на себя ответственность, но зато имеет отличную фантазию, и, видимо, этого достаточно, чтобы работать приставшей. Безработный алименщик хочет получить загранпаспорт. Точно, для того, чтобы смыться за границу и не платить алименты. Ну, это же очевидно. То есть сейчас она снимет арест, и больше ни его денег никто не увидит. Есть, правда, несколько но кого это волнует, да? Слышите, это мне уже стучатся в дверь сотрудники ФССП. И пока они не достали болгарку, не стали вырезать дверные замки, срочно поделитесь данным видосиком в своих социальных сетях. Пусть и остальные люди узнают, на что уходят налоги граждан России. Ну и, конечно же, ставьте лайки данному видео, ведь говорят, от каждого лайка на одного сотрудника ФССП становится меньше. Они отдумываются, идут в церковь, к батюшке, причащаются там. Ну и, короче говоря, становятся людьми. Ну и, конечно же, подписывайся на безумие, ведь впереди у нас еще очень и очень много интересного. Ну а с вами был Life is Strange. Пока-пока. Кстати, тему с ФССП видео мне подсказали наши подписчики. Они часто писали в комментариях, что очень много безумий происходит с данными ребятами. Я, кстати, что-то про них и не задумывался. Ну, про коллекторов там сделал пару видосиков. А про этих-то, блин, и забыл, хотя они реально зажигают.